Что есть утром, чтобы похудеть и не голодать? Самое раннее утро, когда город еще спит, а за окном только начинает сереть небо, в маленькой квартире на окраине проснулась женщина по имени Ольга. Ей было 42 года, и она не вставала с кровати уже третий день подряд. Не из-за болезни, не из-за депрессии, а потому что каждый раз, когда она смотрела в зеркало, ее охватывала паника. Она не узнавала себя. Платья не застегивались. Дыхание сбивалось после подъема по лестнице. И самое страшное, она перестала верить, что может измениться. Но в тот день что-то щелкнуло. Она вспомнила, как в юности бабушка каждое утро варила ей овсянку с корицей и говорила: «Завтрак – это не просто еда, это начало твоего дня, и если ты его испортишь, весь день пойдет наперекосяк». Ольга встала, сделала себе чашку овсянки и через 3 месяца сбросила 21 килограмм. Не голодая, не изнуряя себя тренировками, просто изменив то, что она ест утром. Эта история не исключение. Это закон. И сегодня вы узнаете, что есть утром, чтобы похудеть и не голодать. Утро – это не просто часть суток. Это момент, когда ваш организм просыпается после ночного перерыва, когда метаболизм готов к старту, когда клетки ждут топлива. И если вы подадите им сахар, белый хлеб или сок, вы обманете свой организм. Он резко выбросит инсулин, уровень энергии взлетит, а затем рухнет, оставив вас вялыми, раздраженными и снова голодными уже через 30 минут. Но если вы дадите телу то, что ему действительно нужно – белков, клетчатку, полезные жиры, вы запустите процесс сжигания жира, а не его накопления. Многие думают, что чтобы похудеть, нужно есть меньше. На самом деле, нужно есть правильно, особенно утром. Представьте 2 людей. Первый съедает бутерброд с колбасой и чашку сладкого кофе. Второй – творог с ягодами, ложку орехов и зеленый чай. Оба наедаются. Но через час первый чувствует слабость, головную боль, тягу к шоколадке. Второй – полон сил, сосредоточен, не испытывает голода. Почему? Потому что первый завтрак вызвал резкий скачок сахара в крови, а затем его обвал. Второй завтрак дал устойчивое высвобождение энергии. Это не диета, это физиология. И если вы хотите похудеть, вы должны понимать этот механизм. Одна из самых распространенных ошибок – пропуск завтрака. Люди думают, если я ничего не съем, то потрачу меньше калорий. Это грубейшее заблуждение. Когда вы не едите утром, ваш организм включает режим выживания. Он замедляет метаболизм, чтобы сберечь энергию. К обеду вы уже настолько голодны, что съедаете в 2 раза больше. Исследования показывают, что те, кто регулярно завтракает, в среднем худеют на 16% быстрее, чем те, кто этого не делает. Но и не каждый завтрак полезен. Возьмем, к примеру, йогурт. Многие считают его идеальным продуктом для похудения. На самом деле, большинство магазинов йогуртов содержит столько же сахара, сколько конфета. 1 стаканчик может содержать до 25 граммов сахара. Это больше, чем в банке колы. И это утром. Ваше тело воспринимает это как сигнал. Накопи жир, сейчас будет голод. Поэтому всегда читайте состав. Идеальный йогурт – натуральный, без добавок, с живыми культурами. Лучше греческий. Он содержит больше белков и меньше лактозы. Белковая еда – ключевой элемент утреннего питания. Он дольше переваривается, держит чувство насыщения, подавляет выработку грелина, гормона голода. Идеальный завтрак должен содержать как минимум 25 граммов белков. Это может быть яйцо, творог, куриная грудка, бобовый, протеиновый коктейль. Одна женщина из Новосибирска, Марина, сбросила 18 килограммов за 5 месяцев, просто заменив булочку на творожную запеканку с ягодами. Она не считала калории, не ходила в зал. Она просто начала есть белковую еду каждое утро. Клетчатка – второй кит. Она не только очищает кишечник, но и замедляет всасывание сахара, предотвращая скачки инсулина. Где ее взять? В овсянке, льняном семени, ягодах, овощах. Овсянка – один из лучших вариантов завтрака. Но не та, что в пакетиках с сахаром и ароматизаторами. Настоящая, из цельного зерна, которую нужно варить. Добавьте в нее корицу. Она стабилизирует уровень сахара в крови. Ложку льняного семени. Она содержит омега-3 и создает ощущение сытости.
Горсть свежих ягод, антиоксиданты и вкус. Такой завтрак держит сытость на протяжении 4 часов. Полезные жиры – третий столб. Многие их боятся, считая, что они толстят. На самом деле, без жиров невозможно усвоение витаминов А, D, Е, К. И без них вы будете чувствовать постоянный голод. Лучшие источники – авокадо, орехи, семена чиа, оливковое масло. 1 ложка орехов утром снижает аппетит на весь день. Исследование, проведенное в Америке, показало, что люди, которые ели горсть миндаля каждое утро, теряли в 2 раза больше жира, чем те, кто его избегал. Теперь о времени. Лучшее время для завтрака – в течение 1 часа после пробуждения. Это метаболическое окно, когда тело наиболее чувствительно к питательным веществам. Если вы едите позже, вы рискуете запустить цепную реакцию. Задержка завтрака, голод к обеду, переедание, замедление метаболизма. Но как быть, если утром нет аппетита? Это частая проблема. Особенно у тех, кто поздно ложится или переел вечером. В этом случае начните с малого. Чашка теплой воды с лимоном мягко пробуждает пищеварение. Через 20 минут небольшая порция белков. Например, 1 яйцо и кусочек авокадо. Со временем аппетит придет. Главное – не пропускать. Одна из самых частых ошибок – здоровые перекусы. Люди думают: я ем орехи, это же полезно. Да, но 100 граммов орехов – это 700 калорий. Это почти полноценный обед. Орехи – это концентрированный продукт. Достаточно горсти в день. И лучше утром, чтобы использовать энергию. Еще одна ловушка – соки. Даже свежевыжатые. Когда вы выжимаете фрукт, вы удаляете клетчатку, оставляя 1 сахар. Стакан апельсинового сока содержит столько же сахара, сколько банка лимонада. И это утром. Лучше съесть целый фрукт. Яблоко, груша, апельсин – они дают насыщение, а не резкий выброс инсулина. Что делать, если вы торопитесь? Готовьте заранее. Ночью поставьте в банку слои: греческий йогурт, орехи, семена, ягоды. Утром достал и съел. Или сварите овсянку вечером, добавьте специи, утром просто разогрейте. Можно заморозить кусочки авокадо, утром добавить в яичницу. Важно не идеальное питание, а стабильность. История Елены из Казани – пример настоящего прорыва. Она работала бухгалтером, сидела за компьютером по 12 часов. Утром пила кофе с булочкой, к обеду – бутерброд, вечером – картошка с котлетой. За 5 лет набрала 33 килограмма. Пыталась сидеть на диетах, но срывалась, пока не узнала о силе белкового завтрака. Она стала делать с простого: 2 яйца, помидор, чай без сахара. Через неделю добавила льняное семя. Через месяц перестала хотеть сладкое. За 9 месяцев сбросила 28 килограммов. Не голодая, не изнуряя себя, просто изменив утро. Не надо забывать и про воду. Многие путают жажду с голодом. Перед завтраком выпейте стакан теплой воды. Это пробуждает кишечник, снижает аппетит. Можно добавить лимон или имбирь, ускоряет метаболизм. Также важно не есть за экраном. Когда вы смотрите в телефон или телевизор, вы не чувствуете, сколько съели. Вы едите быстрее, не наслаждаетесь вкусом, не даете сигнал мозгу о насыщении. Садитесь за стол. Ешьте медленно. Пережевывайте. Это простое действие может снизить объем пищи на 30%. Есть и психологический аспект. Многие едят утром не потому, что голодны, а потому, что так принято. Или потому, что чувствуют вину, если не поели. Но если вы действительно не голодны, не ешьте. Лучше перенести завтрак на 1,5 часа. Главное – слушать свое тело. Одна из самых опасных тенденций – интервальное голодание. Многие считают, что если не есть до обеда, то будут худеть. Но для большинства это стресс. Особенно для женщин. Резкое ограничение пищи утром может нарушить гормональный фон, вызвать сбой менструального цикла, выпадение волос. Интервальное голодание – не универсальное решение. Оно подходит не всем. И перед тем, как его применять, нужно проконсультироваться с врачом. Что делать, если вы любите сладкое? Не боритесь с собой. Заменяйте. Вместо шоколадки – темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Вместо булочки –
овсяные лепешки с бананом и корицей. Вместо сладкого йогурта – домашний творог с медом и орехами. Нот – тоже сахар, но он содержит ферменты и полезные вещества. Достаточно 1 чайной ложки. Не забывайте про специи. Корица, имбирь, куркума. Они не только придают вкус, но и ускоряют метаболизм. Имбирь стимулирует пищеварение, куркума снижает воспаление, корица регулирует уровень сахара. Добавляйте их в овсянку, чай, коктейли. Одна женщина из Владивостока, Татьяна, каждый день делала себе коктейль: кефир, банан, ложка овсянки, корица, щепотка имбиря. Она пила его на ходу, но при этом худела. За 7 месяцев минус 20 килограммов. Почему? Потому что это было сбалансировано: белковая еда, сложные углеводы, жиры, клетчатка. И главное, она не чувствовала лишения. Не надо забывать и про витамины. Дефицит витамина D, например, часто приводит к постоянному чувству голода и усталости. Особенно зимой. Если вы мало бываете на солнце, надо проконсультироваться с врачом и при необходимости принимать добавки. А что насчет кофе? Кофе не завтрак. Он стимулирует надпочечники, повышает уровень кортизола, гормона стресса. На пустой желудок это может вызвать раздражение слизистой, скачок давления, тревожность. Лучше пить кофе после еды. Или замените его зеленым чаем. Он содержит меньше кофеина и больше антиоксидантов. И, наконец, самое важное – система. Не нужно стремиться к идеалу с первого дня. Начните с одного этапа. Сегодня замените булочку на творог. Завтра добавьте орехи. Через неделю начните пить воду утром. Через месяц вы уже не сможете вернуться к старому. История Ольги, с которой мы начали, не уникальна. Она повторяется каждый день в тысячах домов. Люди меняют завтрак, и меняется их жизнь. Они становятся энергичнее, увереннее, здоровее. Они перестают бояться зеркала. Они возвращают себе контроль. Вы можете сказать: «У меня нет времени». Но время есть на кофе, на телефон, на соцсети. Найдите 5 минут для себя. Для своего тела. Для своего будущего. Вы можете сказать: «Я не люблю такую еду». Но вкус можно переучить. Через 2 недели вы перестанете хотеть сладкое. Через месяц скажете спасибо себе за изменения. Сегодня – последний день, когда вы можете откладывать. Завтра начните с того, что положите на кухне банку с овсянкой, пачку орехов, пакет ягод. И когда проснетесь, сделайте себе завтрак, который поддержит вас, а не обманет. Потому что похудение – это не страдание, это забота, это уважение к себе. Это ежедневный выбор в пользу жизни, а не в пользу болезни. Встаньте завтра утром и приготовьте себе завтрак, который любит ваше тело. Не диету, а настоящее, живое, теплое питание. И вы удивитесь, как быстро изменится ваш день, ваша энергия, ваше настроение, ваша жизнь. Начните сегодня. Сделайте первый шаг, потому что каждый великий путь начинается с 1 чашки овсянки. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.